Глобальная версия фитнес-трекера, на которую я делал обзор практически год назад, притом на китайскую версию. На борту AMOLED-экран с хорошей яркостью, до 14 суток автономность без подзарядки, измерение уровня кислорода в крови на борту, естественно, круглосуточный мониторинг сердечного ритма, мониторинг сна и уровня стресса также присутствуют. Достаточно большое количество разнообразных watchface'ов, автоматическое распознавание вашей активности, но есть ли изменения или отличия между китайской и глобальной версией? Конечно же есть, так как обновление прилетело и не одно за это время. А вот стало ли лучше или хуже, вы узнаете дальше в ролике. 2017 на YouTube. Всем привет, вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня. Больше полугода выгружаю по 7 роликов в неделю. Розыгрыши море. Читаем, какие сейчас актуальны. Pixel 5 разыгрываю двое часов дороже 15 тысяч. И уже на данный момент еще разыгрываю Pixel Buds A. И это еще не все, так что следите за описанием. Постоянный же розыгрыш — это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео. 11.11 сверху еще 20 Mi Band разыграю. Подписывайтесь с колоколом, а сегодня я расскажу вам о фитнес-трекере Honor Band 6 B39, глобальная версия. Полетели. Для начала хотел бы проинформировать вас о том, что я тестировал этот браслет в паре с iPhone 13. И скажу я, подводных камней я не встретил. Распаковка. Коробка из тонкого картона, оформление стандартное, как и в китайской версии. Все спеки на коробке на английском языке, плюс есть информация на русском. Повреждений коробки нет, что хорошо. В комплект входит сам трекер, магнитная база с двумя контактами для зарядки с концами типа USB-A, гарантийные талоны, руководство пользователя, в котором есть русский язык. Ура! К зарядной базе фитнес-трекер примагничивается хорошо, неприятных запахов при распаковке я не обнаружил, только запах картона. Летим дальше. Производитель предоставил нам 3 цвета ремешков на выбор: коралловый розовый, черный метеорит и песочный серый. У меня на руках как раз песочный серый. Цвет корпуса один, а именно черный. Ремешок из термополиуретана хорошего качества, но немного топорный. В принципе, все из него сейчас делается, что ремешки для часов за 30 тысяч рублей, что ремешки для браслетов за 3000 рублей. Также он быстросъемный. У фитнес-трекера сборка хорошая, материал пластик. Дизайн простой, кроме боковой кнопки с красной выемкой и надписью Honor. Кому-то это дело может больше и понравиться. Подойдут как на мужскую руку, так и на женскую. Габариты самого корпуса небольшие, составляют 43 на 25 мм на 11 мм в ширину вместе с датчиками. Вес вместе с ремешками составляет 29 граммов, на руке смотрятся хорошо и не доставляют неудобств во время носки. И спать в них также комфортно. По большому счету, внешне они ничем не отличаются от китайской версии. Вообще. На корпусе есть одна функциональная кнопка, с помощью нее можно включить-выключить, открыть меню, и есть команда назад. Кнопка слегка выпирает, нажимается с затруднением и есть незначительный люфт, что в принципе не так и критично. Далее с тыла имеется 2 контакта для зарядки, некоторую информацию, датчик круглосуточного мониторинга сердечного ритма Huawei TrueSyn 4.0. Да, вы не ослышались, датчик-то Huawei-евский. Также на борту датчик кислорода в крови SPO2, акселерометр, гироскоп. Пульс измеряет перманентно, как и уровень стресса, а вот SPO2 измеряет только нажатием. Ничего не поменялось, перманентного кислорода нет. Пульс меряют хорошо, SPO2, конечно, бывает долго очень измеряет, либо сбрасывает. Уровень стресса, по моему мнению, бесполезная функция, так как в целом показывает одни показания, разница только между ночью и днем. Мой совет — отключить мониторинг стресса, дабы не сжигать бессмысленно заряд батареи, хотя, может быть, кто-то и видит в этом смысл. Автоопределение активности работает так же, как и в китайской версии, после превышения скорости в 6 км в час. То есть начинаете быстро ходить, они уже будут предлагать активность. С фронтальной части AMOLED-экран в 1,47 дюйма с разрешением 194 на 368 точек. Рамки приличны, особенно в нижней части. Экран имеет 5-ступенчатую регулировку яркости, и автояркость не завезли, что нехорошо. На солнце лично мне достаточной яркости. В режиме фонарика выдают 206 кандел, а в китайской версии было 250. Ярче китайская версия. Спящий режим максимум 20 секунд, а также есть функция активного экрана до 20 минут. Далее активация поднятием срабатывает хорошо с небольшой задержкой. Перелистывание экрана плавное и удобное. По свайпам снизу вверх уведомления, сверху вниз панель быстрого доступа. Слева направо и наоборот виджеты, которые можно настроить под себя. Bluetooth 5 версии. Повторяюсь, я использовал данный фитнес-браслет с iPhone 13. Проблем даже с ним, со связью я не обнаружил никаких. Без причины они не отваливались. Точнее, не отваливались они в принципе, если я их не отключал. Wi-Fi и eSIM, разумеется, не завезли, как и не завезли NFC. Но есть версия с NFC для карт доступа и китайских транспортных карт, что нам не нужно. Звонок принимать нельзя, как и разговаривать с помощью фитнес-трекера. Микрофонов в нем нет. Есть возможность сбросить вызов или включить беззвучный режим, нажав боковую кнопку. Уведомления приходят моментально, текст отображается, а вот смайлики нет. Иконки приложения отображаются, но не все. К примеру, иконка Телеграма не отображается лично у меня. Такая же ситуация и в китайской версии. Вибро, настраиваемая в 3 ступени, разбудить сможет. К слову, будильник можно завести прямо в браслете, а умный будильник можно установить уже в приложении. Для построения карт тренировок требуется GPS телефона, своего
его здесь нет. Нагрудный датчик не подключить, на борту 10 спортивных режимов, плавание в бассейне есть. Меню небольшое, включив таймер, можно выйти, не боясь, что таймер остановится. Также и с секундомером. Мультизадачность на борту. Интерфейс доступен на русском языке, сон мониторит хорошо, емкость аккумулятора 180 мАч, полный цикл зарядки занимает 43 минуты. За 5 минут набегает 17%, за 10 минут 28%. По автономности производитель заявляет, что они продержатся 6 дней с включенным мониторингом сна и пульса, 14 дней в режиме ожидания. По моим тестам за ночь, а это 8 часов с включенными всеми функциями мониторинга здоровья, ушло 4% заряда, что немного. За 15 минут тренировки съело 5%, за 30 минут в общем 11% заряда. 22% ушло за сутки. Уровень влагозащиты 5 атмосфер, под дождем побывали не раз, проблем никаких не появилось. Да и вроде из купала ничего с ними не произошло, в них, кстати, плавать-то можно, что не может не радовать. Летим дальше. Приложение Health, по-простому Huawei Здоровье, доступно как на Android, так и на iOS-системах. Для установки приложения есть QR-код на упаковке, отсканировав камерой на iPhone, без проблем перенаправляет в App Store для скачивания приложения. Логично, что в Android еще все проще. Обновить прошивку приложения можно, мне прилетало как минимум 2 обновления. Приложение переведено на русский язык, кривого перевода я не заметил. В приложении есть 4 основные вкладки. Первая — это здоровье, где есть информация о мониторинге вашего здоровья. Далее вкладка для упражнений, вкладка устройства, это основная вкладка для настройки устройства. Есть информация о состоянии батареи, магазин циферблатов, если его так можно назвать, так как циферблаты бесплатные, а их тут с головой. И установить свою фотографию можно, что круто. Далее настройка мониторинга здоровья, будильник, информация о погоде, справка и настройка уведомлений. Также можно отключить функцию активации при поднятии запястья. Минусы: нельзя подключить нагрудный датчик, нет полноценного Always On дисплея, нет встроенного GPS, нету eSIM. С другой стороны, нагрудный датчик ни к чему не подключается из того, что я тестировал, и встроенного GPS. В принципе, оно появлялось, но только в очень дорогих моделях, и они от тех же Huawei. Смайлы не выводит спустя столько времени, как и на китайской версии, что довольно плохо. Цена в районе 3000 рублей по ссылке в описании к видео. Во время распродажи 11.11. Купоны обязательно берите, если решите их купить, потому что купоны уже в наличии у продавца. И промики можете использовать любые, допустим, из моего телеграма. Если промокоды, которые подходят ко всему, смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. Резюмирую. Хороший экран с достаточной яркостью. Сборка хорошая, удобная навигация по меню. Возможность поставить фото на заставку. Браслет не собирает быстрое повреждение и будет иметь хороший внешний вид довольно долгое время. Я использовал его с айфоном, и сказать, что были какие-то проблемы, связанные с iOS, я не скажу, их не было. Но некоторые функции недоступны, такие как использовать браслет как Bluetooth-кнопку для фотографирования. Также не обнаружил мониторинг менструального цикла, и плеера тоже не было в версии для iOS. С Android все это есть. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, не забывайте участвовать в розыгрышах, их море, потому что ноябрь, зима, пора много всего разыгрывать. Девайс сюда, добра и удачи вам, дорогие друзья.